Первый смертный приговор за наемничество в Беларуси. Иран может создать ядерную бомбу за несколько недель, а испанская полиция задерживает хакеров, которые атаковали НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Смогут ли кубинцы изменить ход русско-украинской войны? То есть в течение месяца в Россию съезжается примерно столько наемников, сколько российская армия теряет своих военных в течение суток. Митинги в Краснодаре, юг России и оккупированные территории с перебоями в энергоснабжении. Воду подвезли, подвезем еще, что нужно? Подождите. Не подвезли. Бунт ультраправых во Франции недовольны распределением руководящих постов после выборов. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Ведутся переговоры по поводу приговоренного к смертной казни в Беларуси гражданина Германии. Об этом пишут РИА Новости. Немецкие дипломаты общаются с белорусским МИД по этому вопросу. С учетом просьбы МИДа ФРГ, конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии Министерств иностранных дел. В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями обеспечен к этому лицу консульский доступ. А я напомню, гражданин Германии Рико Кригер осужден по 6 статьям Уголовного кодекса республики как минимум. Судебный процесс прошел в июне, а арестован Кригер еще с ноября прошлого года. Издание The Guardian пишет, что дело может быть связано с полком имени Калиновского, но ни с какой стороны официально этого не подтверждали. В Беларуси немецкого медика называют наемником и вменяют целый список статей. В то же время он стал первым осужденным там за наемничество, с учетом пребывания вагнеровцев на территории республики. Как его арестовали, какие окончательные обвинения и все остальные детали неизвестны. В Польше установили личность мигранта, который нанес смертельное ранение защитнику польской границы. Вероятнее всего, сейчас он на территории Беларуси и собирается вернуться в Сирию. Издание RMF-FM отмечает, что там его было бы легче поймать польским спецслужбам, чем на территории Беларуси. В начале июня Польша официально обратилась к белорусским правоохранителям с просьбой помочь в поимке мигранта, но до сих пор никакого содействия оказано не было. Я напомню, 6 июня 21-летний сержант Матеуш Ситек был смертельно ранен мигрантом, который смастерил из палки и ножа орудие убийства. В российском Краснодарском крае проблемы с электричеством. В самом Краснодаре люди выходят на акции протеста, митинги с требованием обеспечить себя электричеством. Мэр, конечно, вышел к ним, пообещал проблему решить, но уже после того, как на улицах начались задержания. Атомные электроподстанции не выдерживают, из-за чего у нас есть по всему городу отключения, которые с Минэнерго отключают. Подождите, пожалуйста, дайте договорить. Слушайте. Дайте договорить. Дайте договорить, пожалуйста. Поэтому сейчас, я знаю, что у вас авария на вашем кабеле. Это не является тем отключением, которое есть. Работы ведутся. Параллельно тянется новый кабель. Новый кабель тянется. Воду подвезли, подвезем еще. Что нужно? Подождите. Не подвезли. Техническую привезли. Жители южных регионов России и оккупированных территорий уже несколько дней страдают от нехватки электроэнергии. На оккупированных территориях уже вводятся графики отключений, но объяснения везде разные. Где-то не выдерживают подстанции, где-то жара, где-то провод. Иран способен за несколько недель создать материал для ядерного заряда. Об этом говорит госсекретарь США. Ядерные возможности Ирана растут, говорит Тони Блинкен. Также он отмечает, что если бы соглашение от 2 апреля 2015 года продолжало действовать, то у Ирана не было бы возможности производить расщепляемые материалы, необходимые для производства ядерных зарядов. По крайней мере, не смогли бы сделать это так быстро. Речь могла бы идти не о 2-3 неделях, а о годах.
1 или 2 недели – это, вероятно, реалистичное время для технического прорыва Ирана. Да, они не производят само оружие, и это, конечно, то, что мы отслеживаем очень и очень тщательно. Если соединить эти две вещи, расщепляющийся металл и взрывное устройство, получится ядерное оружие. Поэтому мы сосредоточены на решении этой проблемы. За последние недели и месяцы мы увидели, что Иран действительно продвигается вперед к реализации этой программы. Итак, первое, что нам нужно увидеть – серьезно ли Иран настроен на участие, готовы ли там на самом деле отказаться от работы, которую они выполняют сейчас в рамках своей ядерной программы. Госсекретарь говорит, что пока Иран еще не дошел до создания ядерной бомбы, нужно оказывать давление на Тегеран. Блинкен вспоминает о том, что против Ирана было введено более 600 санкций и ни одной не снято. А тем временем Нацагентство по ядерной безопасности США публикует отчет, в котором указывает количество ядерных боеголовок на вооружении штатов. Исходя из отчета, у США есть 3748 ядерных боеголовок для оснащения стратегических сил. Интересно, что 3 года назад их было на 2 больше. Действительно ли Иран может создать ядерную бомбу, ядерное оружие, и правда ли сможет создать его много? В этом плане, в конвенционном плане ракетного вооружения у Ирана достаточно серьезный потенциал. Хотя его удар по Израилю, который был осуществлен в этом году весной, он не возымел какого-то высокого эффекта, серьезного эффекта. То есть практически все ракетное вооружение, а также дроны камикадзе иранского производства были сбиты на подлете к Израилю. Это, в свою очередь, говорит про отсталость самих по себе технологий, используемых Исламской Республикой для создания своего ракетного вооружения. И достаточно высокий уровень современных средств противовоздушной обороны по противостоянию данным угрозам. Поэтому, на мой взгляд, даже если Ирану и удастся добиться получения соответствующего сырья, и даже после этого он должен провести ряд испытаний непосредственно уже с ядерной боевой частью, что займет также серьезный промежуток времени. В любом случае, любой носитель этой ядерной боеголовки, боевой части ядерного типа, он не будет настолько представлять угрозу, как средство, которое невозможно перехватить, либо перехватить очень сложно для современных средств противовоздушной обороны. Граждане Кубы продолжают ехать в Россию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне оккупантов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, которые утверждают, что кубинцы едут воевать из-за хорошей зарплаты и российского паспорта. Как много таких наемников в составе российской армии и могут ли они действительно сильно помочь оккупантам, мы спросили у военного аналитика информационного сопротивления Александра Коваленко. То есть в течение месяца в Россию съезжается примерно столько наемников, сколько российская армия теряет своих военных в течение суток. Соответственно, они не могут как-либо критически повлиять на ход боевых действий и на возможности российских оккупационных войск. Но они могут частично компенсировать потери и, конечно же, таким образом частично пополнять людской ресурс, которым у россиян проблема в связи с необходимостью проведения не просто ежемесячной скрытой мобилизации, но и повышения граничных показателей, повышения планки ежемесячной мобилизации по самой Российской Федерации. То есть если раньше это было на конец 2023 года средний показатель 20-25 тысяч мобилизуемых, то сейчас мы говорим о том, что средний показатель мобилизуемых в России, начиная с мая, уже составляет 35 тысяч. Но при этом завлекают все большими и большими какими-либо профитами, например, единовременными выплатами и так далее и тому подобное. То есть желающих, в принципе, несмотря на рост мобилизации, желающих по тем условиям, которые были представлены в 2022 году, идти в российскую армию становится намного-намного меньше. Из
Испанская полиция арестовала группу пророссийских хакеров, которых подозревают в проведении кибератак на Испанию и другие страны НАТО в террористических целях, сообщает испанская полиция. Кибератаки предположительно были осуществлены на веб-страницы государственных и частных организаций государственного сектора, критических инфраструктур и основных служб в странах, которые поддерживают Украину в войне с Россией. Ультраправые во Франции не получили ни одной ключевой должности в Национальной ассамблее. Фракция «Национальное возрождение» возмущены тем, что большинство должностей получили представители пропрезидентских сил. И правда, члены блока президента Франции Эммануэля Макрона заняли 6 из 8 руководящих должностей, в частности, глав комиссий по иностранным делам, по экономическим вопросам и по обороне. Руководящий орган Нижней палаты правых вообще не пустили. Из 22 членов 12 мест получил левый блок «Новый народный фронт», 5 блок Макрона, еще 3 правые республиканцы, 2 независимые партийцы. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона. Магнитная буря в выходные. Если вы чувствуете себя плохо или просто необычно, не пугайтесь сразу, возможно, вы подвержены воздействию магнитных бурь. Если в субботу солнечная активность достигала зеленого уровня, 3-го уровня, что соответствует небольшим геомагнитным волнениям, то в воскресенье, 21 июля, они переросли в магнитную бурю с индексом 5, а это уже красный уровень, и это уже опасно. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео. Не останавливайтесь на достигнутом, это способствует нашему и вашему развитию. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это непременно очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.